Ну, перейдем к Порошенко. Порошенко сейчас ищет сторонников за рубежом. В Лондоне он рассказал политикам кадры разрушения городов, сел Украины и призвал поддержать Украину на пути к победе. Да, также Порошенко встретился с Ли Страс. Они обсудили насущные нужды ВСУ и послевоенное восстановление Украины. Мы сейчас видим от Порошенко особенную активность. Он закупает машины для фронта, оружие, встречается с западными политиками, да и фактически ведет себя, как будто он настоящий президент Украины сейчас. Означает ли, что он не потерял политических амбиций, если все-таки будет предвыборная гонка, то он обязательно примет в ней участие. И такой его визит к западным политикам – это лоббирование своих интересов, в частности, как президент будущего Украины. Ну, несомненно. Вы что, верите в то, что бывший президент стоит чего-то с точки зрения поехал и потребовал и дали миллиарды долларов? Он встречается, его уровень общения – это Ли Страс, бывшая премьер, которая пробыла премьер-министром там что-то месяц или что-то такое, такая смешная, чудная, которая, когда пришла к королю новому английскому, услышала: «О Господи, опять она». Вот это уровень встреч Порошенко, бывшие Ли Страсы условно. Вы абсолютно правы в том, что это хитрое бестие, абсолютно циничное. Так здорово его охарактеризовал в свое время Саакашвили. Циничный барыга. Четче, наверное, не придумаешь эпитетов. Ну, одно только слово еще: кровавый вертится. Он просто себя пытался назвать циничным Бандерой, а Саакашвили говорит: циничный барыга. Так вот, это очень умный, очень хитрый человек. Абсолютно беспринципный. Абсолютно, без совести. Он умеет на всем играть. Он умеет и старается из всего извлекать выгоду. Есть замечательное интервью, я его цитировал еще когда Порошенко был президентом, цитировал в своей программе на News One. Это интервью главного редактора «Зеркала недели». В общем, эта дама рассказывает, как Порошенко ей говорил: «Ну почему ты не хочешь меня поддержать?» А она говорит: «Да потому что», близко к тексту, «вы человек, который абсолютно зациклен на власти ради власти». Не ради страны, не ради чего-то, а вы больной в этом смысле слова. Я еще один пример приведу. Конец 2018 года. По команде Порошенко украинский военный катер чуть ли не вступает в бой с превосходящими военно-морскими силами российскими. Зачем это было сделано, когда было понятно, что украинский военный катер проиграет? На мой взгляд, ответ очевиден. Это был конец 2018 года. Начало 2019 это уже началась предвыборная гонка. У Порошенко заканчивался президентский срок. Ему нужно было повод для того, чтобы объявить военное положение. Нужно было, чтобы русские разбомбили этот катер, погибли украинские моряки. И этот бы ввел военное положение полноценное, и выборы бы накрылись. И он бы продлил свое существование в президентском кресле. Но не получилось. Там история развернулась иначе, никто не погиб, их взяли в плен, потом вернули. Но этот все равно ввел корявое военное положение, парламент согласился на месяц, дальше не стал продлевать. То есть не получилось у него. Но я к чему? На что способен и готов этот человек, чтобы удержаться у власти, либо получить власть? Вся ситуация с Донбассом, вся ситуация с Минскими соглашениями, вся ситуация с тарифами, которые при нем были подняты в десятки раз. Это же он все. Он же потом, есть же аудиозапись разговора его, когда он докладывал вице-президенту тогда Байдену о том, как он украинскому народу поднял тарифы, как просили. Есть эта запись. Она никуда не делась. И там этот докладывает ему. Точно так же на английском языке чешет. Поэтому Саакашвили абсолютно верно его охарактеризовал. И он сегодня видит происходящее, я думаю, следующим образом. Там несколько спектров есть. Он понимает, что Зеленский начинает планировать вниз. Это не мой вывод или не только мой вывод, это все видят. В конце концов, придворные социологические службы пишут, что рейтинг Зеленского обвалился за год на 30%, если я не ошибаюсь. А это нормальная тенденция в сложившейся ситуации. Зеленский на себя притягивал позитив, теперь он притягивает на себя негатив. Этот же затаился и готов, как черт из табакерки, выскочить и сказать: да я же вот он, тому же Западу, да, то есть, ребят, меня верните, и все будет нормально, все будет хорошо, опять тарифы поднимем, опять солдаты поедут или моряки кровь проливать. Это один вариант. Еще одно направление. Если кто помнит карту выборов президента Украины 2019 года, Порошенко выиграл у Зеленского в Западной Украине. Сказать, что Порошенко любят в Западной Украине, нет, не любят. То есть там любви обильной нет.
Потому что кто-то говорит, что у него еврейские корни, а на Западной Украине антисемитизм традиционен. Кто-то в целом Западная Украина, там же тоже умных людей хватает, они понимают, что такое Порошенко и что он сделал с их достатком за годы своего царствования. И все-таки у него хватило ума с помощью таких, как Полубий, например, и других львовских и других западенских деятелей политических, туда внедриться, в Западную Украину, там сделать основные свои стойки, штабы, там победить и там окучивать все дальше. У него есть 2 канала телевизионных, которые достаточно рейтинговые и не закрыты. Один из них, кстати, создавал ему русский продюсер. У него есть через что вещать, вот это вот показывать вот эту напряженную рожу свою, переживающую как бы. И у него есть тот контингент людей, на которых он вещает. Так вот, пункт 2, о чем он думает и думал, когда делал базис в Западной Украине. Я думаю, что в этой хитрой, умной, циничной голове разные вариации будущего Украины есть. И где-то, возможно, об этом, кстати, я сказал еще в 2019 году, посмотрим, он даже видит себя гетманом всея Западной Украины при определенных обстоятельствах. Вот во что играет этот, хотел сказать, человек, этот бывший президент. Он проиграл выборы, сильно проиграл, но он не просто надеется, он уверен в том, что он еще возродится. Обстоятельства, которые сегодня есть, как минимум объективно дают ему право на подобную уверенность. Президенту Зеленскому, по-видимому, сейчас не до него. Все больше и больше медийные возможности Порошенко работают против Зеленского. Все больше и больше купленные Порошенко спикеры работают против Зеленского. Кто-то откровенно, кто-то аккуратно. Так что вот так выглядит ситуация. Она непростая. И он игрок, он очень опасный игрок. Он абсолютно беспринципный, бессовестный, вообще вот этих эмоций у него нет. Он в этом смысле очень похож на заокеанских товарищей. Он может дружить с кем угодно, как угодно, когда угодно. Он может звонить Байдену и докладывать ему о результатах повышения тарифов. Может звонить, допустим, Путину и говорить: обнимаю, жму руку. Это ведь тоже все было. Результаты его президентства для Украины – это ограбление Украины, разделение Украины, продолжение гражданского военного конфликта, обеднение каждой украинской семьи. Это все заложил Порошенко. У людей короткая память, они уже многое не помнят или предпочитают не помнить. Ну а когда придется выбирать из 2 зол, а действующий президент для многих станет злом, особенно после различных приказов оболонских этих комиссариатов, я думаю, что этот нарисовал себе новое гетманство. Вот, полагаю, в этом смысл всех его вояжей, всей его деятельности. Но точно не в том, что ему кого-то жалко из солдат, там, офицеров. Нет, он давно ушел от этих эмоций.